Всем привет! Меня зовут Ксения, и я мастер по нанесению декоративной штукатурки. Сегодня я сделала данный образец из обычного плиточного клея и цементной шпаклевки. Смотри видео до конца, и ты узнаешь, как это можно повторить. Для начала я покажу, что нам потребуется для работы, какой инструмент и материалы я использовала. Закройте все, что можно испачкать. Для этого используйте пленку и малярный скотч. Для грунтования основы нам потребуется белый бетоноконтакт. Я его заколеровала в темно-серый цвет. Наносить я его буду валиком со средним ворсом. Эти малярные ленты выступят в роли трафарета. При помощи них я создам линии, которые украсят наш образец. Чтобы наклеить их ровно, я воспользуюсь лазерным нивелиром. При работе на большой стене этот инструмент сэкономит вам время и нервы. Вторым этапом у нас идет нанесение фактурного слоя. Я буду использовать плиточный клей и шпаклевку на основе белого цемента. Я уже смешала 2/3 клея и 1/3 шпаклевки. Все это я заколирую в светло-серый цвет. На наш образец потребуется маленькое количество смеси. Ее можно размешать вручную. Для того, чтобы сэкономить время на объектах, я обычно использую вот такой перфоратор. Наносить я материал буду кельмой и шпателем, а рельеф создавать с помощью щетки 1000 линий. После создания фактуры идет третий этап – защитный слой. Сперва перекрою всю поверхность грунтовкой концентратом, она создаст пленку. А поверх кисточкой нанесу серебристый лак, который придаст поверхности перламутровый блеск. Про материалы и инструменты я рассказала. Приступим к работе. Берем валик, ванночку с грунтовкой и начинаем наносить. Старайтесь, чтобы не было проплешин. Все равномерно прокрашено. Так как у нас грунтовка это бетоноконтакт, она содержит в себе мелкие песчинки. Эти песчинки могут падать вокруг и пачкать пол, поэтому хорошенько его застелите непромокаемым материалом. Грунтовка нанесена, ждем ее высыхания, а после разметим линии малярным скотчем. Лента наклеена. Теперь прокрасим ее края грунтовкой в цвет основы. Она заполнит пространство между лентой и основанием. Следующий слой, более светлого цвета, не затечет под лентой. В итоге мы получим более аккуратный контур полос.
Первый этап закончен. Дальше самое интересное – нанесение фактурного слоя. Я сделала смесь из 2/3 плиточного клея и 1/3 цементной шпаклевки. Заклировала ее в светло-серый цвет. Небольшое количество сухой смеси и я отложила, она нам понадобится позже. Берем щетку 1000 линий и начинаем проводить по нашей штукатурке. Мы закончили наносить наши линии. Подождем минут 20, позже к ним вернемся и нанесем островки более светлого цвета. Прошло минут 20. Наши линии подсохли. Это заметно по изменяющемуся цвету. Прежде чем наносить островки, нужно пригладить все выступающие участки. Делаем это шпателем либо кельмой, слегка их вдавливая в поверхность. Выступающие частички убрали. Теперь будем добавлять светло-серые островки. Мы отторцевали штукатурку светло-серого цвета. Теперь нужно будет ее разгладить. Приглаживаем его к поверхности. Стараемся не упустить ни одного островка.
делаем все достаточно быстро. Мы закончили наносить фактурный слой. Теперь нужно оторвать малярный скотч, пока раствор не засох. Как вы видите, теперь видны темно-серые полоски. Также материал наш высох. Теперь приступим к защитному слою. Для начала прогрунтуем поверхность. Грунтовка у нас концентрат 1 к 5, но разведена у нас 1 к 3, чтобы оставался больший сухой остаток. Главное пройтись по всем выступающим участкам, по всем островкам. Грунтовку нанесли, теперь нужно подождать, пока она высохнет, а после мы добавим серебра. Все, наш образец готов. Сейчас я сниму малярную ленту с краев холста, дождусь полного высыхания серебристого лака, и мы вместе полюбуемся финишным результатом. Серебристый лак подчеркнул фактуру и добавил поверхности легкий глянец. Линии от щетки создают переход от темных полос к светлым островкам. Это привносит в фактуру дополнительный объем и глубину. Усилить этот эффект можно при помощи освещения. Для этого отлично подойдет светодиодная лента. Убирая с островков излишки лака, я немного заматировала их, тем самым придала металлизированный блеск, напоминающий алюминий. Контур горизонтальных линий достаточно аккуратный. Такая геометрия линий визуально расширяет поверхность. Этот вариант хорошо подходит для небольших помещений. Получившимся результатом я довольна. Вы можете использовать такой же способ нанесения, создавая свой уникальный геометрический рисунок и выбирая нужный для вас цвет. На этом все. Увидимся с вами в моих следующих видео.